Всем привет, и мы продолжаем проходить Ведьмака. У нас задание опасные развлечения, поговорить со стражником. Бежим сейчас к нему. Выясним, что за заказ вообще. Посмотрим, что к чему. Ты это видишь? С тобой, да? Я по поводу заказа. Какая-то тварь напала на ночной патруль. Наши-то вооружены до зубов. Ребята как на подбор. Почему решили, что это чудовище? Вы бы видели их останки. Как И выглядят как останки? выглядели тела? Я в жизни не видел ничего подобного. А уж я-то на трупы насмотрелся. Я как-то слышал о людях, что погибали от жары в пустынях Зерикании. Так вот эти убитые выглядели именно так. Тела уже захоронили? Был приказ их сжечь. Но прежде наш медик их как следует рассмотрел. С ним и поговори. Он сидит сейчас в доках. Я посмотрю, что можно сделать. Мы тебе заплатим. Скинемся с ребятами на награду. Хорошо. Пойдем получим сведения от медика. Кто-то там напал опять. Опять-нибудь Сикима, да? Какая-нибудь. Торчок. Золотой осетр. А чё Да в чем дело-то? Я иногда поражаюсь. Приходишь куда-то и начинается кризги, визги, пизги. Больные. Так, а где медик-то? А, о. Ты медик. Чем могу помочь? Не знаю. Я расследую убийство стражников. Кажется, ты проводил вскрытие. Так тебя наняли этим заняться. Хорошо. Помогу, чем смогу. Маску хоть бы снял. Ты видел на телах следы когтей или клыков? Клыков когтей не было. Разве что следы ногтей. После развлечений с девками. Угу. Думаешь? Где нашли последнее тело? В переулке. У дороги из доков в район красных фонарей. Его там бросили посреди ночи. Мы прям убийство Надо будет там расследуем. осмотреться. Я слышал, что тела были высушены. Ты тоже считаешь, что их убило чудовище? Я вот что-то сомневаюсь. Останки действительно были высушены, но, может, они пытались поймать чародея, и тот наложил какое-то гнусное заклятие? Это было похоже на обезвоживание. Нет, даже не знаю, с чем это сравнить. Спасибо за помощь. Я осмотрю место, где их нашли. Удачи. С каких пор чародеи накладывают заклятие, чтобы кровь всю высушить? Не помню такого. Место преступления, используя ведьмачье чутье. Далеко отправляет? Это, кстати, походу... Ой, задание интересненькое. Что-то. Не так грубо. Не так грубо. Бывает, у меня в руках полно работы. Так, король нищих. Что, бандиты? Что вам надо-то? В переулке. Тела нашли здесь. Может, тут остались какие-то необычные следы. Да, только что размотали. О, трис. Родовитый трис. Так, что тут у нас? Угу. Подкованные сапоги стражников. Мне интересно. Неинтересно. Действительно.
Следы ребенка, зараза. Много тут народу ходит. Ну, а что ты хотел? Четкие следы копыт. Конь? Нет, кони на двух ногах не ходят. Так, пошли по следам. Ну-ка. А может, это суккуб? Ну, не факт, конечно, но... Ну-ка. Избавление Доплера. Такого вы еще не видели. Очаровательная новая комедия. Создатели все, что вы хотели знать о краснолюдах, но боялись спросить. Приходите и смотрите. Это то, что у нас по сюжетке, да, было? Какие проблемы? Ну, куда там, блин? След ведет к хромоножке Катарине. Сюда? Что за Катарина? Бордель? Это бордель. Слушайте, а это можно Ладно. Веди себя прилично. Так, Катарина. А как иначе? Опять нет музыки. Ну как? Все ж таки на мутанта нашла охота. О, слушайте, что-то купить. Я с ней... А, у нее нечего купить. Время с девчонками? Не хочу. Ты слышала про убийство стражников? Многие тут умирают. От удовольствия. Скажи мне правду. Говори правду. Этот суккуб, он помогает с клиентами. Доходы растут. Знаю, что он опасный. Только не знаю, он ли убивает. Суккуб, где его найти? Я его поселила в одном доме. Здесь, неподалеку. Вот ключ. Суккуб? Все-таки, да, суккуб. Ну, судя по копытам. Они же там с копытами. Опасные развлечения. Можно, конечно. Ну-ка. Ну как? Хе. Я хотел бы провести время наедине с одной из твоих девушек. Милости просим. Музыку поменяйте, Только нет? девушек-то особо не разглядывай. Осмотр отдельных денег стоит. О, какая. Чтобы снять девушку, поговорить с ней. Снять девушку. Серьезно? Берт, Барт. Мне как раз сестра говорила, что в город Ведьмак приехал. Она была права. Хочешь меня? А? Ну, Зачем ты здесь допустим. работаешь? А что тут такого? Ты когда-нибудь думала, что будет с тобой лет через 15? Надо думать, я открою свой бордель. Я уже денежки откладываю. Свой Прощай. бордель, какие вы это? Можем Ладно. сделать это здесь? Или пойти ко мне? Ой, какие, ой, какие. Нет, не дождетесь, ребята. Бордель. Да что ты Тебя айкаешь? вульгарность написана на лице. Так. Нам сюда, да? Закрыто. Одолеть суккуба. Ну как не попасть? Все так просвечивает. Ну-ка. О. О. Сальма. Суккуб. Кто ты? Ты когда-нибудь слышала о ведьмаках? А она ли? Ты пришел меня убить? Я хочу поговорить. Сначала я хочу поговорить. Зачем ты убила этих стражников? Я была неосторожна, и они застали меня врасплох. Меня хотели убить, так что мне пришлось защищаться. Только и всего?
Никакой трогательной истории о человеческой ненависти ко всему чужому. Я не привыкла врать и не привыкла убивать без причины. Я не хочу ее убивать. Тебе придется покинуть город. А если я этого не сделаю? Тогда мне придется тебя убить. Терпеть не могу перемен. Надо же было так сглупить. Мне придется соврать, что я убил тебя. Обычно я приношу трофеи. Хорошо, возьми это. И еще вот. Сейчас я очень зла на тебя, но знаю, что когда я буду уже далеко, злость пройдет. Как бы спасибо скажи. Как-то я и верю, что она защищалась от них. Ну ладно. А что тут есть? Драться не хочу, пускай шурует. Все. Нечего. Так, здесь я была. Такое ощущение, что я по одному и тому же пути бегаю, да? Ну-ка. Ну-ка. Давай. Стражников убил Суккуб. Суккуб? В Новиграде? Но свет вечного огня хранит город. Не, ну а Значит, что он недавно хотел? притух пару раз. Так Притух. или иначе, Суккуб никому уже не причинит вреда. Вот доказательство. Склоняю перед вами голову, мастер. А вот обещанная награда. Прощай. Ой-ой-ой. Так, опасное развлечение. Заказ-то выполнен. Что у нас еще есть? Угу. Это Велен. Таинственные следы Велен. Новиград. Оксимфурский кровопийца. Бестия из Оксимфурской чащи. Это забавно. У нас дополнительные задания. Пойдемте к Трис сгоняем. Наверное, да? Она нам какое-нибудь задание даст, да? И от страха такой бледный. Нет, меня кинули в чашу с эликсирами. Это он мне вообще говорил или нет? Ой-ой. Поддержи бедняка. И что же случилось с этим целителем? О, вот тут мы толком-то и не гуляли на самом деле-то. Я как-то все по одному пути бегаю. Здесь у нас 300, вроде бы. Блин, ну вот это у нее домик не очень. Ой, ублюдок младший. Чего вот здесь забыли? Трис пристает, что ли? Всех убрали. Ну. Да? К кому? Трис. Трис, Я ей сразу говорила, никаких мужчин, никаких домашних животных. Какая Здесь вредная. порядочный дом. успокойтесь, я ненадолго. Какие, а? Вредная бабка. Вредная бабка. Вреднючая. Ну-ка. Вот видите, то задание я сделала, блин, за 13 или за 15 минут. Вот я не стала возить с ней, что ли. Сейчас мы их это самое обворуем. Ну вот, и будет все прекрасно. Риска, где-то. Привет. Проблема. Мы Давай. можем поговорить? Давай. Да, Гера?
Ты давно в ней играли? Достаточно давно, чтобы научиться, как здесь выжить и не попасться. А до этого где ты была? До этого мне тоже как-то удавалось справляться без твоей помощи. Но это не значит, что я не рада тебя видеть. Розу Я памяти. видел, что ты сохранила розу памяти, которую я дал тебе во Флотземе. Помню, да. Кажется, это было так Во давно. второй части. Наверное, потому что многое изменилось. Ты Это было сохранила так её давно? на память? Отчасти, но прежде всего как предупреждение. Что, не надо со мной связываться? Как ты себя чувствуешь? Так себе. А почему ты спрашиваешь? О, Я хотел узнать, как твоя рука. Все заживет. ну Слушай, ладно. это была моя идея. Я знала, на что иду. Тебе не нужно обо мне беспокоиться. Может, сменим тему? С удовольствием. Я сама хотела это предложить. О чем ты хотела поговорить? Я получила странное сообщение и даже не знаю, что об этом думать. Кто его прислал? Но... Слуга Ингрид Вигельбут. Кажется, его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда и готова потратить на это значительную сумму. Надо полагать, она это сделает не просто так. В этом-то и проблема. Вигельбут хочет меня о чем-то попросить, но в письме нет никаких подробностей. Этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке и обещал все объяснить. Только не знаю, стоит ли мне с ним встречаться. Чего ты боишься? А вдруг это ловушка? С одной стороны, я бы не хотела упустить такой шанс. Нам же очень нужны деньги. А с другой... Никто не может требовать, чтобы ты рисковала жизнью. Ну да. Я сама этого от себя требую. Беда в том, что раньше с этим было как-то проще. Раньше я Сейчас не знала, охотится. как это — оказаться в лапах охотников. Ты же могла бежать в любой момент. Я знаю, но я так испугалась. А если меня закуют в настоящий двемерит? Ты же не всегда будешь рядом. Кто такая Ингрид Вигельбут? Вигельбуды — один из самых влиятельных родов в городе. Довольно необычный. В нем уже многие поколения правят женщины. Сейчас глава рода — Патриция Вигельбут. Ингрид — ее дочь. Ты хорошо ее знаешь? Нет, только в лицо и по слухам. Но в Новиграде ее любят, потому что у нее талант к торговому делу. Кроме того, она часто устраивает пышные приемы в имении за городом. Надо полагать, такие приемы тоже помогают вести дела. Угу. Не, ну а смысл? Я помогу тебе. Не нравится мне все это, но раз уж ты уперлась, одну я тебя не брошу. Конечно, нет. Спасибо. И как ты собираешься искать этого слугу? Он написал, что я узнаю его по голубому кафтану и связке ключей у пояса. Я должна его остановить и спросить, сколько стоит форель. Сколько стоит форель? Как думаешь, кто это придумал? Слуга или сама Ингрид? Готова поспорить, что Ингрид. Обычно у слуг нет времени на чтение авантюрных романов. Наверное, будет лучше, если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я. Но он Конечно. ждет меня. Ты постой где-нибудь неподалеку, а я удостоверюсь, что твое письмецо прислали не охотники. Хорошо. Встретимся на месте. Ну да, это аргумент. Синий кафтан и ключи на поясе. Ну, поехали. Ай-яй-яй. Слушайте, я не знаю пока, кого выбрать. Я склоняюсь уже больше к той мысли, потому что я знаю, что будет, если мы выбираем Йен и если мы выбираем Триса. Но я никогда... Жизнь прекрасна. Можно ради интереса выбрать обоих. Опять они. И посмотреть, что будет, либо двоих отвергнуть. Не крути, что... Почем Не надо ли тебе чего, мастер? Так что я еще подумаю, может быть, мы пойдем нестандартным путем.
Ради интереса Множество посмотрим. людей в синих кафтанах. Подозрительно. Ага. Пакость какая. Чародеи, Так, синий кафтан. богохульи, кобальды. Фу. Гражданин. Ой. Да? Не, ну ты не ты. С Бывает. ключами на поясе. У тебя ключи есть? Большая четверка. Новый налог ввела. Вечный огонь, ну почему? Нет ключей. Мать его, заплатила господину Рой. Кажется, дождь собирается. Блин, я не вижу ключей на поясе. Ого. Уши верны. А еще А, слушайте, о чем мы поем. Не знаю. Я Как-то- хотел спросить. Да, чем могу служить? Давай спросим, но Ты не мне знаешь, кажется, где бы это не купить он. форель подешевле? Ну, сейчас для форели не сезон. Купи лучше ведерко устриц. Это не он. Вот жена обрадуется. Если бы зимой эти костры жгли, можно было бы хоть погреться. Угу. Где мужик-то, блин? Этого даже на парикмахера не хватит. Я ключей, блин, не вижу. Что за дела? Не понос, так золотуха. А, во, ключи. Да? Ключи у него. Ты не знаешь, где купить дешевую форель? Может, и знаю. Но не с вами я должен был встретиться, сударь. Если хочешь поговорить с кем собирался, то только в моем присутствии. Осторожность велит мне... Сейчас осторожность велит тебе не спорить, поверь мне. Угу, угу. Похоже, у меня нет выбора. Пожалуйте за мной. Пойдем. Сюда. Здесь недалеко. Ловушка? Ты хоть раз с ведьмаком дрался? Или нет? Или они просто напали? Что я... А, нет, они просто напали. Он с ними дерется. Спасибо. Пожалуйста. Чего? Чего они хотели? Не знаю. Я их первый раз видел. Может, недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина. Погодите-ка, где госпожа Меригольд? Молодой барин? Вы должны были прийти одна. Если бы не он, тебя уже вели бы на допрос. Тот высокий — это Вальдо Мурис. Он работает на охотников за колдуньями. Может, вы и правы, госпожа. Я просто не ожидал, потому что госпожа Вигельбуд... Если мы уже соблюли все шпионские формальности, может, скажешь, кто ты? Я лакей госпожи Вигельбуд. Лакей. Я не хотел вас ничем обидеть, господин. Почему госпожа Бегельбут не встретилась со мной лично? Она слежки боялась. В последнее время она ужасно нервничает. Выкладывай уже, в чем дело. Дело в сыне госпожи Вигельбуд. Молодой господин Альберт интересуется алхимией, и про это пронюхали храмовые стражи. Храмовая стража? Это еще ничего. Но на тебя напали подручные охотников. Значит, дело серьезное. Да, стражников госпожа Вигельбуд подкупила, но охотники платят за каждого найденного чародея, так что должно быть... Стражники сперва получили взятку от перепуганной семьи, а потом все равно шепнули словечко охотникам. Как вы нашли Трис? Откуда Ингрид Вигельбуд знала, что надо обратиться именно к Трис? Мы слышали, что госпожа Меригольд помогла исчезнуть Мире Байс, когда на ту вышли охотники. Мира несколько раз оказывала госпоже Ингрид магическую помощь в ее хворе. Похоже на правду.
Мира говорила, что занимается какой-то аристократкой. Похоже, Альберт должен исчезнуть как можно скорее. Я могу это устроить. Молодой Вигельбуд сумеет незаметно выскользнуть из дома? К сожалению, это не так просто. Молодой барин сейчас укрывается в загородном имении. Чтобы вывести его оттуда по-тихому, госпожа Ингрид хочет устроить большой бал-маскарад. И вы хотели, чтобы я там появилась и помогла ему бежать? Да, без вас нам не справиться. Госпожа Вигельбуд думает, что за всей прислугой следят. Все боятся, что за всей прислугой следят. А может быть, я все-таки пойду поем? Возможно... Хорошая мысль. Шумный прием, пожалуй, обманет охотников. Ну да. Особенно, если хотя бы половина слухов о балах Вигельбудов окажется правдой. Сейчас договорятся, Кажется, на расскажу. последнем балу подали 100 разных десертов. А фейерверки пускали до самого рассвета. В этот раз из-за тягот военного времени мы вынуждены ограничиться 85 десертами. Офигеть. А сахарные Ограничились. лепестки голубых роз из Назаира нынче очень трудно достать. Как бы я хотела все это увидеть. Ждете на балу каких-нибудь неприятностей? Сложно сказать. Сейчас главное скрыть бегство молодого барина от его бабки. А, Как бабки. это? Госпожа Патриция Вигельбуд — ревностная почитательница Вечного Огня. Она не знает, что Альберт интересуется алхимией. По счастью, старшая госпожа Вигельбуд редко бывает в имении за городом. И правда, довольно необычная семья. Ага. Не мне об этом судить, господин. Сейчас, возможно, я пойду поем по книжному варианту, но я не отрицаю того факта, что спустя какое-то время я буду перепроходить игру, и там мы уже можем рулить как хотим. Вот. Ее пройти можно несколько раз и по разным вариантам. Можно приз выбрать, я не знаю. Надеюсь, нам не придется оставаться до конца приема. Значит, ты пойдешь со мной? Конечно. Не могу же я тебя бросить, когда ты будешь так рисковать. Подумай только, 85 десертов. У тебя по-прежнему 22 дюйма в талии? Прекрати. Как мы попадем в имение? 22 дюйма. Пожалуйста, вот приглашение. Стражник у ворот получит особые инструкции. Наденьте, пожалуйста, маску лисы, хорошо? Удачи вам. Маска лисы. Угу. Так надо маску лисы купить, правильно? Мне нужно кое-что доделать. Вот и отлично. Тогда маски купишь по дороге. Ну и переодеться тебе не помешает. Ты знаешь лавочку Элихаля? Я уверена, там есть все, что нужно для бала. Я там был как-то раз. Элихаль, приятель Лютика. Только маски, правда? Я надеюсь, обойдется без парадного дублета. Дублет, Геральт. И это не обсуждается. Когда все устроишь, зайди ко мне. Без проблем. А, типа можно было бы так поехать? Либо купить, пойти маску. Ну, надо при параде быть. Да? Хочешь перепихнуться? Дублет, штаны, сапоги. Кстати, дайте-ка я забегу пока, выложу, пожалуй. Так, школа Грифона. Я выложу это все продать. Продать. Ну все. Так, тут пусто, да? И что мне теперь делать? По-моему, в другой стране, да? Ты себе в кашу Да я не напивать собираюсь дашь. ваших девок трогать. Тоже бежал из Тимерии. Скверно выглядит. Деревушка за городом, прикольно. Ну, и этот чудик. У моего старика
один ветер в голове. Приветствую. Так, мы с тобой уже Я бы играли и взглянул. разговаривали. Разумеется. Прошу. Так что можно у него... Во, маска лисы. Кстати, продать можно, да? А, недостаточно денег. Да ладно. Маска лисы для Трис. А я себе могу эту маска волка. Да? А ну, и для себя надо. Потом нужно купить вот эту всякую фигню, да? Блин. Короче, давай вот это возьмем, вот это и штаны вот эти вот. Все. 505. 505. Серебряный меч. А он дорогой, 500 монеток. 96. Разорили мужика. Ого, у меня место занимает сколько? Все. Прощай. Все. Надеть новые штаны надо. Ой, господи. Начинает. Все. Странно выглядим, но да ладно. Так, принеси Похолодало что-то. маску лисы Трис. А я с маской волка буду. Чтобы нас не узнали, да? Ведьмак, собака сра. Обрезки. Помоги убогому. Угу. Да опять. Отстаньте. Я к вам не пойду. Да блин, свинки. Так, сохранимся. Обязательно сохранимся. Опять этот седой. Да, я. Целый день дверь закрываю. Ой, неправда, я тут один хожу. Вредная бабка, соседка снизу. Где 300? О, красотка. Ну и ну. Я вижу, ты принял мою просьбу близко к сердцу. Значит, ты все-таки говорила не всерьез? Тогда я еще успею переодеться. Не смей. Ты выглядишь замечательно. У тебя уже все есть? Можем идти? Ты разузнала что-нибудь про этого Альберта? Среди чародеев о нем почти никто не слышал. Скорее всего, он просто любитель. Тогда Угу. почему стражи и охотники им так интересуются? Не знаю, не знаю. Потому что он легкая добыча, разумеется. И именно поэтому мы должны ему помочь. Легкая добыча. Все готово, можно идти. Не часто я вижу тебя в таком наряде. Конечно. Мне в подмышках жмет. Может, они в дублет проволоку зашили? Я буду все время восхищаться твоей крепостью духа. Так что, идем? Угу. Приветствую уважаемых господ. Мы гости госпожи Вигельбуд. Покажите, пожалуйста, приглашение. С масками нас не узнают. Все верно. Вы найдете госпожу Вигельбуд во дворе имения. Она в маске попугая. И вот еще что. Мечи прошу оставить здесь. Блин, это плохо. Это должно быть какая-то ошибка. Ты же знаешь, зачем мы здесь? Разумеется. Но у меня приказ. Проследить, чтобы все гости вошли во владение госпожи без оружия. Что-то как-то, блин. Желаю удачного вечера. Как здесь красиво. Плохо. Я ужасно давно не была Меня замужем. отжали мечи, я расстроена. С этой тощей вертихвосткой.
Не ной. Это не единственный мужчина на свете. Чё, кто кому извинил? Кто-то кому-то изменил. Так, ну нужна маска попугая, да? Ой, ой. В смысле? Что ж ты старых друзей не узнаешь? Ты кто? Это какая-то ошибка. Я вас не знаю. Не валяй дурака, Вивиана. Эти волосы я всюду узнаю. Можешь, Вивиана. конечно, строить из себя благородную, но пока этот барон Эдвард тебя, как там его, из канавы не выловил, ты была обычной. Довольно. Госпожа сказала, что тебя не знает. А это у тебя что, новый какой-то? Еще старше прежнего? Тоже мне хер горбатый. Еще по морде Правду говорят, получит. чем меньше может, тем больше платит. Ты сам Он напросился. оскорбил. Драка. Месть. Ну, сколько мне еще ждать? На, получай по роже. Нечего оскорблять девушек. Предполагалось, что мы не будем обращать на себя внимания. Что-то случилось? О, блин, извините, точно. Пощади! С меня хватит! Да. Пойдем, пойдем, пойдем. Я случайно. Ну а чё, он сам начал. Выгоню его, клянусь здоровьем. Снова он у этой девки ничего. Ну какой, блин, дев? Ну-ну, идите своей дорогой. Же он. Снова он на обед Парень опоздал. находится в Серебряном городе. Советую... Кстати, дополнение какое-то. Забавно. Морец? Что ты здесь делаешь? Кто такой? Малютка Меригольд. Ну и ну, а я думал, будет шикарный прием. Да, я тоже по тебе соскучилась. Но сейчас это не важно. Ты знаешь, как выбраться из Новиграда? Если хочешь, можешь присоединиться к нам. Ну не К знаю. вам? Это к кому же? Среди них есть и твои друзья. Когда мы все соберемся, я выведу вас. Ты выведешь. Прости, Меригольд, это все равно, что дать себя вести храмовому утенку. За сим прощаюсь. Он мне не понравился, кто это был. Кто это был? Это мой старый знакомый. Морец Дефентель. Я потом тебе расскажу. Ну ладно. Танцы, пляски. А тут что? Грегор, ты Деркхефа не видел? Минуту назад... О. Простите. Я перепутал вас с моим другом. У него похожая маска. Генерал Воргис? Геральт из Ривии. Значит, я не так уж и ошибся. Очень приятно. А это... Прекрасная незнакомка. Подождем с формальностями до конца приема, когда все снимут маски. Ведь так забавнее, правда? Вы правы. А теперь прошу простить, мне правда нужно срочно найти Деркхефа. Приятного вечера. А это вечный огонь, нет? Если первый сломается, разумно. Баня находится А что здесь? в этом городе. Советую посетить. Кто желает быть следующим? Прошу. Сударь Диванон освободил место у стола Игра. и уже должно быть не вернется. А что с ним стало? Какие-то добрые люди отвели его в сторонку, чтобы он ничем себе не навредил. Ага, как мило. Так что, сыграем? Какие-то добрые Первым люди, вашим говорит, сторонку соперником отвели. будет граф Вальдемар де Крот. Он может позволить себе проигрыш, поэтому играть будет неосторожно. А, в Играем. гвинт? Давайте. Как же без гвинта? О, Филиппа. Надо несколько убрать, смотрите.
Эту можно убрать. А, ну и все. Все. Угу. Что менять? Угу. Казнь. Не люблю казнь. Не въехал, как она работает. Угу. Посмотрите 3 случайных карты противника. Ну ладно, подглядел он карты, а дальше? Капзет. Не кидают этого, кстати. Угу. Уникальная карта. Угу. $40 очков. Есть ли смысл мне сейчас так бодаться-то? Ясное небо. Ну-ка. Да почему у меня-то? Как эта странная казнь работает? Капзец, я тебе убрала карты. Ой. У меня нет слов. Может, соседнюю надо было? Че он мороз накидывает-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Можно вернуть? Я использовала. Я не помню, кого я выкинула просто. А казнь не могу, кстати, использовать. Ой, господи. Ну ладно, пацану. Угу. 3 карты. Угу, казнь. Ну что, 10 казней, что ли? А почему он у себя?
Все. Ну ладно, я выиграла, но это была подстава с казнью. Так что же, еще партия? Если карта идет, нужно этим пользоваться. Ваш следующий противник — граф Гамо Селин. Его отец в рассвете лет проиграл фамильное имение в долине Нимнора. Гамо пошел по его стопам. Однако не следует его недооценивать. Отчаянные игроки опасны. Да. У меня нет. Подождите сейчас. Смотрите, а это так просто, да? Нам нужно найти нашу девушку. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается. Ага. Разумно. Потом поиграем. Мне кажется, нам подкинут задание. Идите, развлекитесь из серии. О, это та девах. Я вас оставлю на минуту. Госпожа? Да, это я. Насчет форели. Что? Ах, да, конечно. Прошу простить мне эти меры предосторожности, но... Может, пойдем поговорим где-нибудь в укромном месте? А на Геральта не помнит? Благодарю, что вы согласились нам помочь. Мой лакей предупредил, что вы придете с другом. Мне бы хотелось, чтобы о побеге Альберта знало как можно меньше людей. Но если вы ему доверяете... Как никому другому. Охотники не появлялись? С тех пор, как они напали на моего слугу на рынке, нет. Все улеглось. Но мне удалось подкупить одного человека из храмовой стражи. И он сказал, что разговоров об Альберте все больше. Откуда стража вообще узнала, что ваш сын занимается алхимией? Хороший вопрос. К сожалению, я не могу поручиться, что сам Альберт не начал похваляться очередным экспериментом. Ну. Он очень беззаботен. Совсем как его отец. Он был очень милый человек, но совершеннейший болван. Его сожрал головоглаз. Вы не слышали эту забавно. Он, должно быть, много путешествовал. историю? Да где там? Он пробовал их разводить. Наверное, я радоваться должна, что Альберт увлекся алхимией. Она все же безопаснее. Пойдем за Альбертом. Где он сейчас? Развлекает гостей. На приемах он всегда душа компании, поэтому я не хотела, чтобы у кого-нибудь возникли подозрения. Когда он сможет выйти? Придется подождать, пока гости не выпьют столько, чтобы видеть только подносы с новыми кубками. Но не бойтесь, это не займет много времени. Ваш сын собрался? Нам придется действовать быстро. Да, я за всем проследила. Куда вы его заберете? Вам лучше не знать подробностей. Он будет в безопасности, обещаю вам. Но, прошу Надеюсь. вас, положитесь на меня. Я не в первый раз это делаю. Я знаю. И благодарю вас. Как мы его узнаем? Он в маске пантеры. Альберт знает, что вы за ним придете, и он в восторге от того, что ему предстоит. Боюсь, он не до конца понимает, какая опасность ему грозит. Как я уже сказала, он не слишком сообразителен. Относительно этого можете не беспокоиться. В компании некоторых чародеев он придется очень кстати. Геральт. Мы пойдем поищем его. Я буду Знакомый? ждать новостей. Мы с серии всех должны вывести из Новиграда, Пойдем да? искать Альберта. Так, маска пантеры. Маска пантеры. Родовик ничем не лучше имбиря. А где тут маска пантеры? Что там было? Ой. Да, золотце. Альберт Вегельбут? Для тебя, солнышко, хоть Адольф Валентина. Нет, не он. Снова он на обед опоздал. Ну-ка. Грохнет. Выгоню его, клянусь дороги. Ну-ка.
Красивая маска. Это не тот, кого мы побили? Альберт Вигельбут? Нет. Я черная пантера. Милый граф. Об экскурсии в Новиград? Нас твоя мать прислала, пантера. О, то есть вы... Угу. Да. Когда мы можем покинуть имение? Мама говорила, что лучше подождать, пока все напьются. Кроме того, позже будут фейерверки. Это отвлечет внимание. Когда начнутся фейерверки, я выберусь в сад. Встретимся в лабиринте. Мы будем ждать тебя там. Ага. Хорошо, но сперва попробуйте этого розового фиорана. Непременно. Да? Надеюсь, Альберт не забудет, зачем они устроили прием. Может, подождем в саду? Я присмотрела там такой милый уголок. Пойдем. Пойдем. Мой муж руководитель. Скучно. Пойдем с кем-нибудь Говорят, в поговорим. Пассифлоре у них есть что-то такое. Где тут скамейка? Может, сядем здесь? Ой, набрался же. Где она? Где 300? Как приятно снять маску. Хотя бы на минуту. Отсюда отличный вид. И даже вино есть. Я страшно давно не выходила в свет. Нет, правда. Это замечательная перемена после новиградских сточных каналов. В таком случае самое время спросить Да? про этого чародея, которого мы встретили. А, ты про Морица. Что ты хочешь узнать? Вы знакомы? Геральт, все чародеи друг с другом знакомы. Некоторым уже больше 100 лет, а это достаточный срок, чтобы перезнакомиться. В таком случае, когда ты с ним познакомилась? Давным-давно. Ой, На одном Геральт, да приеме. ты прям ревнуешь. Он подошел и сходу Прям предложил ревность. телепортироваться в какое-нибудь уединенное место. А ты ему отказала? Ты так думаешь? Он ухаживал за мной еще какое-то время. Мне показалось, ты ему не нравишься. Я думаю, он с удовольствием мной бы командовал. Но подчиняться? Но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из Новиграда. Иногда я и правда не знаю, как я умудрилась собрать их всех вместе. Угу. Все дело в твоем личном очаровании. Осторожно, это прозвучало почти Это и как есть комплимент. комплимент. Вот и хорошо. А, так ты хочешь... Кто-то идет. Это Альберт? Нет, просто какой-то заблудившийся гость. Чш. Наверное, ищет подружку. А как в той эльфской сказке про лягушку и трясогузку. Инху-инху, бег-бро. Тихо-тихо, лягушонок. Тихо. Пойдем отсюда. Надеюсь, что гости не напьются так быстро, как я. Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше. А она веснушка, кстати. О, нет. Я сперва Конопатая. осмотрю этот их знаменитый лабиринт. Говорят, у них там скульптуры совсем
Совсем. Совсем что? Совсем голые. Господи, Трис напилась. Пойдем, Геральт. Забавно. Геральт, ты идешь? Ты идешь? Мы идем к Трис. Она нас... Господи. Это он про Трис? Ой, она про Трис. Она нас заманила в ловушку. Сейчас будет нас там это... Блин, как отсюда выбрать? Да иду я. Ты идешь? Иду. Найти Трис Меригольд в лабиринте. Опачки. Блин! Ай! Там еще люди были, хотела. Осторожно. Любовь. Господа Меригольд, Ой. наконец-то! Мне жаль, что мы встречаемся в столь исключительно неблагоприятных обстоятельствах. Хорошо сказано. Но мы непременно это наверстаем. Потом я обязательно покажу вам свои алхимические формулы. Никто за тобой не следил? Кажется, нет. На всякий случай поменяйтесь масками. Ага. Мы пойдем вперед. Геральт сразу за нами. В конюшне нас ждут оседланные кони. Хорошо, там и встретимся. В конюшню. Четверть часа спустя. Выйти из лабиринта. Салюты. О, салют. Погнали. Альберт, ты прячешься? Альберт, вот ты где, любимый. Вот ты О. где. Так вот, относительно закрытого показа. При других обстоятельствах я бы показал тебе все. Прошу прощения, я... Так, это походу охотники, да? Альберт Вигельбуд. Барышня, отойдите в сторону, пожалуйста. А вы, молодой барин, без фокусов. А то еще синяков себе наделаете. Это вряд ли. Слева его! Черт, я себя загоняю. Ну, сколько мне еще ждать? Так, надо вырубить одного. Ай! Ну, хренушки. А ты! Еще не хватило? Угу. Ворот. Сейчас будешь что, драться расхотелось? Надо одного выбить, а то они тут вдвоем меня начинает это крышевать. Неудобно. Да блин. Вали его, а? Что ж такое-то? Так, с одним уже проще. Все. Хорошо. Так, это тупик. Ну, это что-то не там. Куда-то я не туда забежала. Так, сюда.
Нифига. Здорово. Праздник. Оп. Я уже начала беспокоиться. У нас появились небольшие трудности. Охотники? Они идут сюда? Нет, у нас есть еще немного времени. Но, пожалуйста, отправь кого-нибудь в сад, там надо прибраться. Я прослежу за этим. А вы поторопитесь. Все готово. Да. Я забрала твои мечи у стражника, а Ингрид передала мне деньги. Их здесь гораздо больше, чем я думала. Да? Я рад, что помог тебе их раздобыть. Они ведь пригодятся? Теперь у меня действительно появился шанс вывести всех чародеев из города. Если ты захочешь попрощаться, то знаешь, где меня искать. Попрощаться? То, что случилось у фонтана, мы не должны. Я знаю, это из-за меня. Вино ударило мне в голову. Прости. Не надо просить прощения. Госпожа Меригольд. Нам пора. Берегите себя. А, это все? Я думала, что-то еще будет. Так, прошли задание «Вопрос жизни и смерти». В смысле задание провалено? Почему оно провалилось? Я читала просто задание и не очень понимаю. Я не очень понимаю, почему у меня задание провалилось на колоду карт. Есть идея? По какой причине? Ведь как бы я даже особо никуда не ушла. Почему оно провалено, я тоже не знаю. Может быть, из-за того, что я не сыграла вот здесь вот еще 2 раза? Я не знаю, закрыто. Не знаю, кто знает, ребят, напишите мне в комментариях, пожалуйста, по какой причине. На этом мы заканчиваем серию. Всем спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.